Я осетинка-профессионал. Сегодня готовлю для вас вкуснейшие осетинские пироги со свекольными листьями. Эти пироги одни из самых любимых в Осетии и за ее пределами. Обязательно попробуйте. Для начала готовим тесто. Здесь у меня 500 грамм муки высшего сорта. Обязательно очень рекомендую просеивать муку. Добавляем чайную ложку сахара, перемешаем. Чайную ложку сухих дрожжей, перемешаем. И чайную ложку соли. Как вы видите, очень просто все запомнить. На полкилограмма муки по чайной ложке соли, сахара и дрожжей. И теперь добавляем воду комнатной температуры и замешиваем тесто. Здесь у меня 400 мл воды. Так как мука всегда разная, поэтому сказать точное количество, сколько воды понадобится, это невозможно. Но примерно на 500 грамм около 400 мл воды должно быть достаточно. Смотрите, сколько еще муки здесь много не вмешано, поэтому добавляем еще воду. Пробуйте, не бойтесь, пожалуйста, у вас обязательно получится, это очень просто. Можете вместо воды замесить на молоке тесто. Так тоже делают некоторые осетинки, но традиционный рецепт осетинских пирогов делается на воде. Я добавила 400 мл, но похоже, что даже этой воды недостаточно. И такое бывает. Не бойтесь пробовать, не бойтесь учиться. Это очень просто. У вас обязательно получится. Главное – желание. Как вы видите, муки уже нет нигде, то есть воды достаточно на этом. Посмотрите, когда уже вся мука вмешана в тесто, добавляем растительное масло. Простая очень пропорция. На каждые 100 грамм муки добавляйте примерно 10 миллилитров растительного масла. Здесь у меня было 500 грамм муки, поэтому вот посмотрите, я отмерила 50 миллилитров растительного масла. Тоже я для вас это отмеряю, а обычно я все на глаз делаю. И вы будете также со временем. Запомните, что вот это тесто на осетинские пироги любят, чтобы с ним подольше поработали. Поэтому не бойтесь лишний раз перемешать. От этого ваше тесто будет еще лучше. Постарайтесь почистить вот эти все стенки вашей посуды, чтобы чисто и опрятно выглядело. Чуть-чуть я еще добавлю. Посмотрите, какое мягкое, пушистое тесто у нас получилось. Видите? Оно еще липнет к рукам, поэтому добавим оставшееся вот растительное масло. Вот так вот. Накроем тесто и оставим отдыхать. Вот посмотрите, сколько растительного масла у меня осталось. Наверное, миллилитров 10-15. Это еще одно подтверждение, что всегда нужно ориентироваться по своему тесту, по своей муке. Итак, откладываем наше тесто и приступаем к приготовлению начинки. Для начала хорошенько вымоем вот эти вот все листья. Теперь вымытые листья нужно очень мелко нарезать. Смотрите, вот так по пучкам складывайте их и затем можете использовать вот эти вот стволы также, но я люблю без них, поэтому я это все отрезаю и откладываю, это нам не понадобится. А вот эти вот листья нужно очень мелко нарезать. Берите острый нож и нарезайте. Вот, посмотрите, как я все это мелко
нарезала. Здесь примерно 500 грамм мелко нарезанных свекольных листьев. Также в эту начинку рекомендуется добавить свежий укроп и свежий кориандр. Это, конечно, большие пучки, столько я не буду добавлять. Ну, примерно треть вот от этого и треть от этого я добавлю. Хорошо вымытую зелень, укроп и кориандр мелко нарежем. Теперь вот это все нужно смешать вместе. Я возьму вот такой большой тазик, чтобы было удобно все хорошенько перемешивать. Добавляем кориандр и укроп. Здесь у меня 500 грамм тертого сыра. В эту начинку желательно добавлять 50% сыра и 50% листьев. 500 грамм у меня было листьев и также 500 грамм я взяла сыра. Конечно же, для осетинских пирогов лучше всего использовать осетинский сыр, если он у вас есть. А если же нет осетинского сыра, у меня, например, нету здесь осетинского сыра, поэтому берите любой сыр, который вам нравится. Так как сыры все разные, некоторые более соленые, некоторые менее соленые, поэтому я вам рекомендую добавить соль в самом конце. Когда вы это все хорошенько перемешаете, попробуйте, и в зависимости от того, насколько вы чувствуете, соли не хватает, добавьте уже соль в самом конце. Теперь руками все это хорошенько нужно перемешать и разомнуть вот это все. Не стесняйтесь и хорошенько все это разминайте. Двумя руками, конечно же, будет удобнее. Посмотрите, все я очень хорошо, тщательно перемешала. Теперь я пробую. По-моему, чуть-чуть соли не помешало бы. Обязательно попробуйте перед тем, как добавить соль. Итак, чуть-чуть соли я добавлю. Опять все это перемешаю хорошенько. Начинка для осетинских пирогов готова. Накроем и отложим. И посмотрим, что там с нашим тестом. Пока я готовила начинку для пирогов, посмотрите, как наше тесто чудесно поднялось. Видите? Смотрите, какое мягкое, какое пушистое. Чудесное тесто. Я уверена, что пироги будут супер вкусные. Я буду готовить 3 пирога. Для осетин 3 пирога – это святое тесто. Можете разделить на глаз на 3 части, а можете с помощью весов. У меня есть вот такие чудесные весы, я их очень люблю. И я буду делить с их помощью. Каждый комочек примерно 320 грамм. Итак, берем теперь вот это вот тесто и вот так вот формируйте кружочек. Смотрите, вот снизу подгинаем, поворачиваем. Помогайте себе мукой, пожалуйста. И посмотрите, какой чудесный, хороший комочек теста получился. Откладываем. Точно так же со всеми остальными. Мукой помогайте себе, снизу вот так подгинаем и поворачиваем. Это второй комочек, вот так. И последний. Накроем чистым кухонным полотенцем и оставим минут на 30-40 отдыхать. Пока тесто отдыхает, разделим начинку на 3 части. Можно, конечно, на глаз, а можно воспользоваться весами. Напомню вам, что начинка в осетинских пирогах должна быть больше по весу, чем тесто, или же столько же, как и тесто, но не меньше ни в коем случае. Начинки у меня получилось по 390 грамм. Напомню, что тесто у меня было 320 грамм, то есть прекрасное соотношение.
Посмотрите, как тесто чудесно отдохнуло, распушилось. Можно теперь приступать к формированию осетинских пирогов. Итак, берем наше тесто, придадим вот такую округлую форму, на середину кладем нашу начинку и собираем края в середине. Посмотрите, как это просто. Собрали, соединили это все. Обязательно помогайте себе мукой. Теперь смотрите, чтобы было легко переносить это тесто в духовку, для этого я использую вот такую бумагу для выпекания, которую кладу на вот такую большую доску, и вот с помощью скрепки перенесем пирог вот сюда. И уже на этой бумаге придадим окончательную форму нашему пирогу. Помогайте себе, пожалуйста, мукой. Хочу вам сказать, что чем тоньше пироги, тем более искусная считается хозяйка. Постарайтесь придать равномерную толщину вашему пирогу со всех сторон и округлую форму. В середине обязательно сделайте дырку в вашем пироге, чтобы пирог ваш во время выпекания не раздувался. Итак, ставим в хорошо разогретую до максимальной температуры духовку и ждем до готовности. В зависимости от температуры вашей духовки это занимает больше или меньше времени. Мне при 240 градусах примерно нужно около 10 минут. Первый пирог готов. Отряхните излишки муки с вашего пирога. Пока он горячий, обязательно смажьте сливочным маслом или топленым маслом, что вам больше нравится. Вот так вот обильно, хорошенько везде смажем. Запах такой от этого пирога, что очень тяжело дожидаться выпечки остальных двух. Но вы, наверное, знаете, что в Осетии выпекание 3 пирогов – это ритуал. Вот и наши 3 пирога готовы. Посмотрите, какие чудесные пироги. Все 3 пирога вместе разрезаем. Поблагодарите Бога за Его помощь, за Его поддержку. Берите кусок пирога и наслаждайтесь, как он изнутри выглядит. Очень горячий, посмотрите, как красиво. Посмотрите снизу, как он выглядит. Видите? Кушайте пироги горячими, они намного вкуснее. Итак, в моем видео я вам показала все подробности приготовления осетинских пирогов. Почему бы не приготовить? Приготовьте и вы, и порадуйте себя и свою семью. Приятного вам аппетита! И, конечно же, я буду благодарна за вашу подписку, за ваш лайк и за ваши комментарии. Спасибо за просмотры!